Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, в этом видео мы хотим уделить внимание такому слову, которое мы всегда говорим на слово «спасибо» или «благодарю». Как правило, часто можно услышать, когда вы говорите «спасибо» или «благодарю», и вам в ответ слышится слово, вам в ответ говорят «на здоровье». И, к сожалению или к счастью, каждое слово или каждое предложение что-то обозначает и несет в себе энергетику. Да, эта энергетика может быть как положительная, так и отрицательная, и при этом она влияет на нашу жизнь. И очень часто на какое-либо наше действие или когда мы оказываем кому-то помощь, мы можем слышать «спасибо», и в ответ мы сами часто отвечаем именно говорим «на здоровье». Но, знаете, произносить эту фразу совсем небезопасно. Вероятно, конечно, мало кто догадывается, но существует такая примета и суеверие о пожелании к фразе «на здоровье». И пожелание «на здоровье» произносится в качестве синонима к слову «пожалуйста». И произнося это пожелание, человек обычно вкладывает в него именно пожелание здоровья. Но, как известно, каждое слово несет в себе свою энергетику, и значит и слово «здоровье» несет в себе энергию здоровья. И вот иногда возникает вопрос, откуда же возьмется это здоровье? И может получиться так, что вам, когда вы говорите «на здоровье», придется делиться и расплачиваться именно своим собственным здоровьем. То есть, когда вы произносите «на здоровье», человек сам добровольно своими, будем так говорить, руками, своим ртом отдает часть своего здоровья другому человеку. Также существует примета и суеверие, что если пожелать на здоровье человеку, который собирается принять пищу, то он может съесть свое же здоровье. Но здесь, конечно, нужно смотреть по ситуации. Почему? Потому что если сказать на здоровье родному и близкому человеку, с которым вы взаимно желаете добра, то, вероятно всего, ничего страшного не случится. Также есть и еще одна примета по поводу пожелания на здоровье. И она говорит о том, что, проговаривая это пожелание, можно даже сглазить человека. То есть в этом случае можно не только поделиться своим здоровьем, но можете отнять его у того, кому вы говорите это пожелание. Возникает вопрос, но все же таки, как правильно ответить на благодарность, чтобы никто не пострадал? И, конечно, сейчас многие, наверное, начнут говорить о том, что это все чушь и не имеет под собой никаких логических оснований. Но мы все-таки считаем, что эта примета и суеверия возникли не на пустом месте. И все-таки нам нужно постараться избегать по возможности этого пожелания. Вы спросите, каким же тогда словом заменить? А заменить его можно обычным благодарственным словом «пожалуйста» или использовать слово не «на здоровье», а «во здоровье». Почему именно «во здоровье»? Потому что частица «на» в разговорной речи обычно используется в качестве таких слов, как «забирай», «возьми», «бери». То есть получается, что пожелание на здоровье приобретает совсем другой смысл. Бери мое здоровье. Вот мы берем своими руками и отдаем. То есть человек сам предлагает взять его здоровье. Поэтому, когда вы произносите какие-то слова, вы должны понимать о том, что они несут энергетику. И поэтому нужно всегда следить за тем, что вы говорите, что вы произносите. Поэтому, пожалуйста, старайтесь учиться и использовать правильные слова и пожелания, и таким образом защитить себя от различных неприятностей, а также быть здоровым. Друзья, мы надеемся, что этот совет вам был полезен. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях «благодарю», ну а мы с вами увидимся в следующем видео.